Смартфон со стильным дизайном, IPS-экраном на 6,67 дюйма, частотой обновления экрана до 120 Гц, защитой по стандарту IP54, стереодинамиками, процессором Unisoc Tiger T615 2024 года, встроенным мини-джеком на 3,5 мм, ИК-портом, аккумулятором емкостью 5000 мАч, основным сенсором на 13 мегапикселей, операционной системой HiOS 14, и это только малая часть того, что из себя представляет модель под названием Tecno Spark Go 1. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется смартфон в бело-оранжевой коробке из плотного картона. На ней есть название и краткие характеристики модели. Упаковка бюджетная. В комплекте мы имеем сам смартфон с защитной пленкой, но она не наклеена на экране, прозрачный чехол, гарантийный талон, краткое руководство, блок питания на очень скромные 10 Вт, при том, что смартфон поддерживает зарядку до 15 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения полноценного слота под 2 сим-карты и карту памяти. Весит смартфон 189 граммов, а габариты 168 на 77 на 11 мм и 8,7 мм без блока камер. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыш. Единственное, еще на телеграм-канал скидок надо подписаться по ссылке в описании, там всегда тоже много полезного, я делаю ремарки по поводу тех или иных девайсов, стоит ли их, по моему мнению, покупать, и, разумеется, на 90% того, что я там размещаю, обзоры я делал. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, перейдем же к обзору. Приобрести Go 1 можно в черной, белой и зеленой расцветке. Первые две расцветки имеют пластиковый корпус, в зеленой же расцветке тыльная часть выполнена из искусственной кожи. Выглядит смартфон по мне неплохо, есть некоторые сходства со смартфонами от Apple, но данный дизайн на любителя. Лично мне не особо импонирует подобный блок камер. Рамка пластиковая, грани прямые, в руке смартфон лежит неплохо, но он скользкий без чехла. Собрана модель в целом хорошо, сильного люфта у кнопок нет. Ко всему, смартфон имеет защиту по стандарту IP54, что для бюджетного смартфона хорошо. К минусам отнесу пластиковую рамку по периметру экрана. На корпусе расположили кнопку питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, мини-джек на 3,5 мм, микрофоны и стереодинамики с поддержкой технологии DTS. ИК-порт также в наличии, но он спрятан в блоке камер. В стоке есть кастомный эквалайзер и некоторое количество предустановленных эквалайзеров, за что плюс, так как даже не у всех флагманов есть подобные настройки звука. Качество звука не совсем плохое, перекос по громкости между динамиками есть, но в любом случае за стерео плюс. Вибромотор простенький и слабенький, к сожалению, настроить силу вибрации возможности нет. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 1600 на 720 пикселей, плотностью пикселей в 262 ppi и частотой обновления экрана максимум 120 Гц, который установленный процессор просто не вывозит. В настройках можно выставить 60 Гц и автоматический режим. Рамки не громадные, плюс за то, что вырез под фронтальную камеру не каплевидный. В этой области реализован виджет Dynamic Port для отображения различной информации с помощью анимации. Пиковая яркость по моим замерам 400 люксов. Пользоваться смартфоном можно, но яркости все же маловато, а также экран слегка уходит в холодные оттенки. Мультитач только до 5 пальцев, на 10 пальцев экран не откликается. В настройках можно обнаружить режим защиты зрения с теплыми цветами, темная тема и изменение размера шрифтов. А вот персонализации цветопередачи здесь нет. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознаванием лиц и стандартными способами разблока. Все способы разблокировки отрабатывают не быстро, плюс проскакивают промахи. Биометрические данные можно внести только одного лица, отпечаток пальца можно зарегистрировать 5 раз. К сожалению, можно завести 5 раз один и тот же отпечаток. Но такое и у Xiaomi встречается постоянно. Процессор установлен относительно свежий Unisoc Tiger 615 с техпроцессом 12 нанометров, с 8 ядрами и максимальной частотой в 1,8 ГГц. Графический процессор Mali G57MP1 с тактовой частотой 850 МГц, оперативная память на 3,4 ГБ, внутренняя память на 64 и 128 ГБ. В программах указан тип ОЗУ LPDDR4X, а ПЗУ UFS версии не ниже 2.0. Но в интернете есть информация о том, что установлена память типа eMMC. Операционная система HiOS на базе Android 14 версии. В настройках в целом все стандартно для этой системы, но, разумеется, ее возможности урезаны с учетом железа и класса устройства. Отмечу, что Android Auto нет на борту. Система работает не всегда корректно, могут встречаться различные баги и подвисания, подгрузка приложений не супербыстрая,
быстрая, но и неплохая. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 4G сетей и ниже. Установлен быстрый модем LTE Cat 7, датчик приближения работает отлично, связь смартфон ловит хорошо. Bluetooth-чип установлен в версии 5.0, не печаль, но он прям совсем старенький. Аудиокодеков на борту же достаточно. NFC-модуль отсутствует, GPS однодиапазонный, и это неудивительно, работает он мега медленно, ко всему GPS-тест показывает точность только до 15 метров в городских условиях, так что как навигатор я бы этот смарт не рассматривал. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смартфон выдает 8 часов 8 минут, что мало с учетом характеристик. Тест я проводил в автоматическом режиме подбора частоты и выставленными 100% яркости. Go 1, как я уже говорил, поддерживает быструю зарядку до 15 Вт, от родного адаптера питания до 10 Вт. Он заряжается от 0 до сотки в среднем за 2 часа 40 минут. К слову, во время зарядки горит фронтальная вспышка в качестве индикатора. За час просмотра видео на YouTube уходит не больше 5% заряда, в играх за час уходит в среднем от 18 до 20%. Это вовсе не игровой смартфон, максимум можно поиграть в какие-нибудь там 2D игры, казуальные игры, что-то подобное. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест я проводил на 100 потоках при 30 минутах. 157 гипсов минимум, максимум 165 гипсов и в среднем 161 гипс. В Geekbench 6 в CPU Single Core 441, в CPU Multicore 1471, в GPU Score 592, 3D Mark показал Wildlife Stress Test 571 с устойчивостью 99,3%, Wildlife 570, Wildlife Extreme Stress Test 154, Wildlife Extreme 153. В Antutu устройство выдало ультраскромные 266 тысяч попугаев, чего мало даже для повседневного использования с установкой разных мессенджеров. Storage Test показал 13 620 баллов, и значит здесь память eMMC. 45-минутный стресс-тест вы видите на экране. С тыльной части по камерам установлена двойная LED-вспышка, вспомогательный сенсор, который непонятно зачем нужен, и основной сенсор на 13 мегапикселей с апертурой 1.8 и максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 fps. Фронталка на 8 мегапикселей с апертурой 2.0, вспышкой, за что плюс, и максимальным разрешением для съемки видео те же 1080p 30 fps. Вспомогательных функций, как и настроек для видео и фоторежимов, достаточно. Ко всему даже режим двойного видео есть, а также отдельный режим портрет, режим AI-Cam, таймлапс, панорама, режим Pro и ночной режим. Стабилизации нет, если снимать видео с рук, то только с упором и стараться не трясти смартфоном. Качество видео обыкновенное, детализации мало, автофокусировка скачет, но в целом я ожидал худшего результата. Примеры видео вы уже видели, а примеры фото увидите сейчас. Минусы: нет NFC, нет 15-ваттной зарядки в комплекте, медленная зарядка, дисплей не поддерживает мультитач на 10 касаний, дисплей имеет HD разрешение, мало яркости, нет возможности фиксации 120 Гц для дисплея. С другой стороны, неудивительно все это с учетом железа. Операционная система требует доработки, не лучшая оптимизация рабочих процессоров, камера не способна выдавать приемлемые изображения в локациях со слабым освещением. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Я туда обязательно скину интересные предложения. Резюмирую. Tecno Spark Go 1 действительно неплохо работает для ультрабюджетного смартфона. Поэтому от меня девайс сюда. Разумеется, на лютых распродажах. Как говорится, по цене зарядки от флагмана. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.